Приветствую всех, друзья, с вами на связи Таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодня мы обратимся к древнему гаданию, которое поможет заглянуть в ваше будущее. Что готовит судьба, какие события произойдут в вашей жизни, какие тайные знаки уже проявляются. Сейчас мы сделаем расклад, который использовался веками для предсказания судьбы. Карты раскроют скрытые потоки энергии, предупредят о возможных препятствиях и дадут ключ к пониманию того, что ждет вас впереди. Что покажет это гадание? Это гадание откроет такие вопросы, как какое важное событие произойдет в вашем будущем, какие неожиданные перемены вас ждут, что сейчас формирует вашу судьбу, какое влияние на вас оказывают окружающие люди, какие знаки судьба уже подает вам, какой главный вызов ждет вас впереди, какой урок вам предстоит усвоить, что поможет вам добиться успеха в будущем, какие скрытые возможности вам откроются и какое послание вам дают карты Таро сегодня, прямо сейчас. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на свою реальность, на своего партнера, на своего внутреннее энергетическое состояние, на своего внутреннего ребенка, мужчину или женщину. И мы начнем. Можете сконцентрировать вопрос на какой-то позиции и прислушаться к тому, что говорят о вас и о вашем будущем карты Таро прямо сейчас. Итак, первый вопрос. Какое важное событие произойдет в вашем будущем? Пустая карта. Я скажу так, что вы можете начать все с чистого листа. И не прекрасно ли это? Вы получаете шанс от Вселенной либо породить свою новую Вселенную своими мыслями, своими планами, своими намерениями, либо избавиться от того, что вам действительно мешает. Но это чистый лист, и вы встретитесь с потоками хаоса, влиять на которые вы не сможете, но в этом хаосе будет колоссальное количество возможностей, шансов и уникальных обстоятельств, в которых вы сможете выбирать, скорее всего, лучшие для себя моменты, варианты и повороты вашей судьбы. Давайте посмотрим, что вы можете начать. Что вы можете начать? Что вы можете начать? Важные события, которые обусловят или обуславливают начало вашей новой жизни. Вы можете начать управлять семьей, управлять женщиной и мужчиной. Вы можете начать управлять своим делом. Вы можете начать новую жизнь, где вы не будете зависеть от того, что вас пугает, и от того, что вас удерживает. И вы можете начать новую жизнь с чистого листа, так, как вы мечтали. Эта жизнь может быть намного лучше, нежели прошлое. И вы можете
начать реализовывать новую мечту, если старая мечта потеряла актуальность или вы чувствуете, что вы идете не к своей цели. Также вы можете попытаться по-другому идти к своей мечте. Ну вот так вот. Такой интересный вариант получился. Хорошо. Какие неожиданные перемены вас ждут? Вы эти перемены предчувствуете. Вам эти перемены снятся. Эти перемены могут связаны быть с загробной жизнью или с иными мирами, загробными мирами. Эти перемены пока что еще тайно хранятся в пространстве вариантов и не готовы вам открыться, но вы их предчувствуете. И это интуитивные перемены волшебного характера, которые вы предчувствуете. Хорошо, давайте посмотрим, с чем связаны ваши тайны и с чем связана ваша интуиция и волшебство, которые говорят о переменах в вашей жизни. Но неожиданные перемены вас ждут в связи с магией, и это магия женская. Также вас ждут перемены, которые связаны с все-таки взаимодействием с загробным миром или с темными мирами. Да, это может быть, к сожалению, темная магия, но может быть это и к радости темная магия. Поэтому элементы черной магии и волшебства вас ждут. Также вас ждут перемены в связи с вашим взаимодействием, с вашим внутренним миром, с вашими чувствами. Смотрите, здесь есть страшные сны и страдания, болезнь. Все зависит от вашего настроения. Если вы вознамеритесь по первой карте преодолеть болезнь, вы ее будете преодолевать, вы начнете исцеляться, но не без помощи интуиции, не без помощи темных сил, не без помощи магии, не без помощи волшебства. Если вы по какой-то причине болеете и не преднамерены преодолевать эту болезнь, к сожалению, есть тенденции, что ваши болезни не без помощи темных сил будут прогрессировать. И вот он, дурак, и ваш внутренний мир, ваша магия, ваша интуиция, волшебство, темные силы помогут вам перезагружать вашу матрицу судьбы. Вот эта карта 0, она выпадает, и первая карта, которую мы вытащили в вопросе «Какое важное событие?», это то же самое, это две одинаковых карты. Хорошо. Соответственно, важное событие, оно непредсказуемое. Но это важное событие, оно перезагрузит вашу жизнь. Поэтому начать новую жизнь, скорее всего, вам придется. То есть с чистого листа. Окей. Но помните о том, что самые великие достижения зарождались и основополагались в самые темные и смутные времена, в которые мы с вами сейчас живем. И вы являетесь свидетелями этих самых темных времен. Окей. Что сейчас формирует вашу судьбу? Ведь вашу судьбу формируют слои материального мира, то есть вы уже с этим взаимодействуете. Но вашу судьбу формируют исцеляющие энергии, исцеляющие потоки. И вашу судьбу формируют прямо сейчас установка
намерение. То есть вы сейчас можете планировать. Мы сейчас находимся в периоде ретроградной Венеры, когда начинать ничего не надо, но планировать нужно. Поэтому сейчас вашу судьбу формируют ваши планы на будущее и добродетельная или добротная энергия. Вот давайте посмотрим, какая исцеляющая энергия вот прямо сейчас или в ближайшем будущем будет формировать ваше будущее, вашу судьбу. Это энергия перемоги или победы, да? Энергия победителя. Это мужская энергия, это энергия льва, это сексуальная энергия, это творческая энергия, это энергия продаж и это энергия игры. Поэтому играйте, продавайте, торгуйте, стремитесь побеждать, но используйте сексуальную энергию, творите и планируйте, как вы это будете делать прежде всего. И подготавливайтесь к тому, что я перечислил. То есть вы должны быть готовы к этому успеху. Поэтому это очень позитивные, жизнеутверждающие и жизнеосвещающие энергии пронизывают вас прямо сейчас потоком. И для того, чтобы это ощутить, вы можете расслабиться и на руке нанести фломастером красным на руку руну Совело. Соло. Молния. Обычная. Буква С. Хорошо. Какие энергии еще формируют вашу судьбу? Финансового потока. Прекрасно. Видите, кристаллы у нас сходятся с этой пентаграммой. Это вообще шикарно. То есть это энергии исцеления, в том числе мы рядышком с ними только что были в предыдущем аркане. И это энергия финансового потока. Поэтому вы сейчас можете планировать, как вы будете богатеть. От слова Бог, от слова здоровье. Как вы будете исцеляться и наполняться энергией Земли. Как вы будете и планируете жить качественно. Здорово, от слова здоровье. Здорово жить, здорово жить. Это качественно жить. Жить дорого для себя. И помните о том, что удовольствия должны быть дорогими. И как вы будете тратить эти деньги на свое здоровье, себе во благо. Хорошо, а что вот можно и нужно сейчас планировать? У нас же еще и планы здесь. Вот какой план лучше всего себе наметить? В каком направлении? Перспективный план, видите? Это так и есть, это и есть планы. Любые планы вы можете здесь намереваться. Но, конечно, любые, потому что это перспектива, это и есть карта планов. Да? Вот, а какие планы? Планы. А какие? Любые планы. Хорошо. Но здесь план о переезде, прежде всего, о смене места жительства, о начале нового дела, о начале нового бизнеса и о начале всего нового, чего вы захотите, пожелаете. Могут ли быть это новые отношения? Да. Но может ли это быть новая идея? Да. Новые берега? Да. Новые океаны? Да. Новые корабли и самолеты? Да. Да. То есть, понимаете. Но прежде всего это отношения с мужчиной, это перспектива в бизнесе, это поездки, переезды, но вообще это любые перспективы, любые планы. Какие планы планировать? Любые. Ретроградная Венера. Начинать нельзя, планировать можно. Окей? Хорошо. Какое влияние на вас оказывают окружающие люди? Ну, смотрите, здесь тритон. Тритон это об обновлении всегда. Поэтому окружающие люди вам, может быть, делают знаки. Изменись.
А может быть, они постоянно меняются вокруг вас, что, скорее всего, люди вокруг вас мелькают. Но это и есть знаком, что если мелькают люди вокруг вас, вам тоже нужно мелькнуть, то есть измениться. Также люди приспосабливаются к вам, но этого же люди и требуют от вас. Адаптации и приспособления. Поэтому по Тритону я скажу так. Вас окружают люди, которые к вам приспосабливаются, ибо приспособленцами они должны быть или могут быть. Но это новые люди, которые приспосабливаются к вам в новой реальности. Давайте посмотрим, какие люди нуждаются в обновлении. Какие люди нуждаются в обновлении? Люди, которые были в прошлых отношениях с вами, нуждаются в обновлении. Шестерка кубков. Давайте посмотрим, каким людям вам нужно адаптироваться. Вам нужно адаптироваться к людям, которые на вас давят и которые могут быть нечестны с вами. Как вы это сделаете и зачем вам это, я не знаю, но выпадает карта во что бы то ни стало. Во-первых, это карта, а во-вторых, это карта неуспеха и поражения. Поэтому каким людям? Возможно, вам придется адаптироваться к людям, которые жаждут успеха за чужой счет. Как ни дивно. Хорошо. Каких людей вам предстоит понять или в каких людях вам лучше разобраться более тщательно? Разберитесь, пожалуйста, с людьми, которые находятся с вами в семье и работают вместе с вами. То есть это либо муж-жена, семейные отношения, либо люди, которые зарабатывают с вами деньги. Ну, может быть, это на работе, а может быть, это бизнес, с которым, бизнес-партнеры, например. Но больше это работа и кармические отработки. Ну, вот такой вот момент. Хорошо. Следующая карта у нас, позиция вот эта вот, она у нас отвечает, за какие знаки судьба подает вам прямо сейчас. Вот видите, как интересно. Ты в состоянии перехода. Арка. Вот это пустая карта, здесь дурак. И ты проходишь и движешься вперед. Вот в рунах, да, в футарке эта карта отвечает за руну Турисос. Поэтому для того, чтобы твой переход между мирами через хаос был максимально эффективный, с минимальными энергетическими потерями, тебе прямо сейчас нужно на левую руку нанести руну Турисос. Левая рука — это как раз тот мир абстрактный, правая рука Савелла, то есть в материальном мире ты согреваешься и получаешь энергию Земли, Солнца, а здесь ты получаешь энергию прохождения, посвящения. Давай посмотрим. Вот ты проходишь и движешься вперед. К чему ты движешься? К чему ты переходишь? Что ты увидишь, когда пройдешь эту самую арку? Ты движешься к обновлению чувств. Ты будешь чувствовать себя моложе, легче, радостней, наполненней, удовлетвореннее. Ты движешься к миру чистых, освеженных, позитивных эмоций. Закрой на секунду глаза и представь себе шум моря, шум океана. Как будто бы ты на берегу. Как будто теплый бриз ласкает твое лицо, волосы, тело. И представь себе аромат, который нравится больше всего тебе. Если ты почувствовал аромат и теплый бриз, шевеление ветра, движение ветра и волос, значит ты проходишь
в свою новую реальность гармонично и легко. Кстати, тебе, возможно, нужно приобрести какие-то ароматы, которые тебе очень долго, очень сильно нравятся, и ты их очень долго хочешь приобрести. Что еще ты увидишь? Ты можешь увидеть нового партнера, партнершу с предложением для тебя. Тебя ждет флирт и игра. Тебя ждут новые приобретения и возможности не потерять больше, чем ты рассчитывал или чем ты опасался потерять. Поэтому, скорее всего, ты не потеряешь все, что-то останется при тебе. Но помни, при тебе должно остаться все самое нужное, и рядом адаптация. Ты должен привыкать к новой реальности, где, возможно, не хватает того, но к чему ты прям очень сильно стремишься. Поэтому пользуйся и довольствуйся тем, что есть пока что. Возможно, ты приобретешь ту недвижимость, то имущество, которое стремишься приобрести. Получишь ту необходимую поддержку, опору, работу и минимальный успех в своем бизнесе. Ускорение. Тебя ждет подъем, медленный рост, влюбленность, возможно, переезд и окрыленность и радость от первых успехов. Хорошо. У нас есть еще 5 пророчеств в этом древнем гадании. И 6-е пророчество. Какой главный вызов ждет тебя впереди? Ну смотри, здесь выпадает череп. Череп — это перерождение. Это опасная, смертельно опасная ситуация. И предки. Давай посмотрим, что пророчит тебе череп. Что пророчит череп? Ты можешь поменять работу и способ самореализации. Смотри, возможно, ты поменяешь свой бизнес, но и существенная реставрация того стиля жизни и самореализации, который у тебя был, тебя ожидает. То есть так, как ты зарабатывал и так, как тебя учили, оно уже не работает. Оно будет работать совершенно по-другому. Есть человек, который обижен на тебя, и ты обижаешься, возможно, на него, или винит тебя, или ты винишь его. Возможно, ты винишь себя и обижаешься на себя. Так вот, с этим человеком у тебя произойдет разрыв и отпущение всех грехов ему и тебе. Ты будешь прощен, прощена, но и простишь. И смотри, тебя ждет разъединение с дьяволом и темная энергия, которая, возможно, преследует тебя по линии рода. Сейчас скажу какого. Без разницы, какой род здесь, может быть и отец, и мать. Без разницы. Твои негативные родовые программы по линии отца и по линии матери, а также кармические узлы, здесь они тоже могут быть, будут, скорее всего, преодолены тобой. Услышит. И это будет главным вызовом для тебя. Прощение, смена стиля жизни, образа жизни и отвязка от всех негативных родовых программ и кармических узлов. Это вызов. Какой урок вам предстоит усвоить в ближайшее время? Вам предстоит встретиться с драконом, и вам придется усвоить урок силы, власти и защиты. О чем говорит сия сила?
С какой силой вам предстоит встретиться? Это сила ответственности, это ваша решимость, ваша амбиция, решение своих амбиций, сила ответа за свои решения. И это действительно сила решимости действовать. То есть ближайшее будущее потребует от вас активного, ответственного решения. Возможно, связанное с переездом, но возможно и связано с другими людьми. Возможно, вам придется поотвечать и за других, не только за себя. Что за власть вас ждет? Давайте спросим. О чем здесь власть? Это власть прошлых отношений, власть прошлых эмоций и власть прошлых негативных ощущений, прошлой тоски и всего плохого, что произошло и что гнетет вас прямо сейчас. Чем связана защита? Защита связана с защитой, и защита связана как с физическим миром. Вам придется, возможно, даже убегать от каких-то проблем, а возможно просто принимать эти проблемы, и физически сложно их преодолевать, то есть противостоять, прямо физически бороться, и на физическом уровне, и на магическом уровне в том числе. Окей, дракон. Вам придется преодолеть дракона и найти власть над собой, и найти, возможно, власть, как обуздать дракона, который связан еще и с прошлыми негативными переживаниями. Окей? Итак, у нас еще 3 пророчества. Какой урок вам предстоит усвоить? Нет, это мы урок смотрели только что, да, уроки дракона, да. Что поможет вам добиться успеха? Ключики к успеху. Корица прекрасно. Знаете, по корице у нас это всегда вот такие вот специфичные какие-то ароматы. И это прежде всего страсть, желание и чувство. Вот давайте, страсть к чему у вас может возникнуть? Страсть, но в хорошем смысле, не пристрастие. Почему? Потому что дьявол у нас будет повержен. Страсть к чему? Или почему страсть? Страстные чувства и страсть по радостной жизни. Страсть жить здорово, богато, обильно, то есть обеспеченно и любя. Страсть по любви, хорошая страсть в хорошем смысле слова. Чего желать изволите? Чего изволите желать в ближайшем будущем? Вы будете желать побеждать. Вы будете желать быть успешным, успешной. И вы будете желать играть. Прекрасные карты. Какие чувства страстные и игривые ждут вас? Прекрасные, самые яркие и теплые чувства. Это сейчас работает руна Сола. Если на правой руке при нанесении руны Сола в начале расклада вы чувствуете тепло до сих пор, это говорит о том, что этот расклад для вас. И тогда поставьте на паузу и напишите: да будет так, и пусть божественная энергия осветит ваши внутренние энергии и вдохновит вас божественным потоком на самые лучшие события в вашей жизни. Смотрите, какие чувства. Чувство омоложения, чувство перезагрузки матрицы реальность, чувство желания новой жизни и чувство того, что все начинается с нуля, с чистого листа, где вам не нужно ничего, кроме желания быть на белом коне.
В ближайшее время белый конь станет знаком того, что вы уже находитесь в потоке перемен. Белая лошадь. Какие скрытые возможности вам откроются? Вы сможете удержать ситуацию под контролем. Вы сможете наладить ситуацию и отношения с родственниками, если это вам нужно. И вы сможете наладить ситуацию и обстоятельства, связанные с вашим здоровьем и деньгами. С чем вам нужно не торопиться и остепениться? Не торопитесь уходить и не убегайте быстро, особенно с того места, где вам хорошо. Не торопитесь разрывать и сжечь мосты. В чем будет стабильность у вас? Стабильность будет в успехе, в работе, в делах. Там, где вы будете прилагать усилия, там у вас и будет получаться. Весной не забудьте посадить свое дерево, дерево своего успеха. Какие связи вам удастся наладить? Те, которые были разорваны, от которых вам было больно. Также у вас, возможно, получится наладить связи со своим здоровьем, со своим сердцем. И также с теми людьми, с которыми вы побили сосуды или бокалы своего счастья. Какое послание вам дают карты Таро прямо сейчас? Прекрасно, маятник. В этом раскладе есть для вас маятник, что говорит о ясности, истине и понимании. Какая ясность вам открывается на этом раскладе? Мир функционирует по принципу брать и давать. Поэтому прямо сейчас то, что ты получаешь, за то, что ты получаешь, ты можешь отдавать. Если ты не отдаешь, ты и не получаешь. Будь щедр и умей просить. Стучи и откроют, проси, дадут. Но если ты получаешь, ты не можешь постоянно получать. Иногда нужно и отдавать. Чтобы получать это, нужно выполнять это. Поэтому ясность щедрости и ясность того, что мир равновесен и помощь всегда есть, говорит о том, что ты идешь к своей истине. Какая истина открывается тебе? Истина открывается через разговор, через язык, через речь, через диалог, через переговоры. Истина открывается в общении с высшими силами, поэтому это истина высших сил. Открывается истина о твоем первичном знании и истина о возможности его продолжать по этой карте, а также истина о твоем отце и о твоих связях, а также о возможности понимать своих родственников и род и своего отца. Также истина о пересмотре родовых программ по линии твоего отца. Что ты начинаешь понимать прямо сейчас? Ты понимаешь, что все начинается, все только начинается. И эта карта говорит о подготовке планов на будущее. Планы на будущее твои, они соразмерны твоим амбициям. И если ты в ретроградную Венеру не будешь ничего начинать, но будешь тщательно планировать, ты будешь понимать, как это сделать в будущем, и будешь понимать, за счет чего ты это можешь сделать в ближайшем будущем.
Колесница говорит о понимании соразмерности твоих амбиций и твоего успеха. Поэтому пришло время осознать все твои знания, все твои возможности, возможности брать и давать, осознать все свои ресурсы, накопить дополнительные знания и реализовать их в ближайшем будущем, в ближайший водный месяц. Ближайший водный месяц у нас будет рыба, поэтому в ближайшие дни можно будет уже начинать. Также ты можешь начать во время рыб, это ближайший период, во время рака это лето, и во время скорпиона это ноябрь, листопад, да? И тебя ждет успех в делах, в отношениях и в бизнесе. Это все твои основные направления. Также успех в недвижимости, успех в перевозках, в поездках, в командировках, в переговорах и в том, где твои амбиции не перекрывают высшие знания и низшие знания, высшие миры и низшие миры. Ты станешь достойным сыном или дочерью своего отца, и ты сможешь решить все проблемы и вопросы, связанные с родовыми твоими программами. Этот расклад открывает картину будущего, но помните, судьба не высечена в камне. Карты дают подсказки, предупреждения, направления, но выбор всегда остается за вами. Если вам резонируют отдельные моменты и вы хотите узнать, что ждет вас на личном уровне, лучше сделать индивидуальный просмотр. Если вы сейчас чувствуете, что это правда, значит этот расклад именно про вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. И помните, что все зависит от вас. А когда от вас не зависит, не мешайте вашей судьбе творить настоящие чудеса, и все получится. Вот увидите. Па-па.